Ну, во-первых, давайте попробуем понять, кто первый начал. Здесь же так вот обсуждается, да, что вот не мы начали и так далее. Давайте вспомним, когда началось дело Скрипаля. По-моему, 4 марта, да? Напомню, что было 1 марта. 1 марта мы здесь с вами стояли в студии, а там товарищи, значит, все вставали, раз 15, аплодировали, радовались ракетам, которые не улавливаются теперь и так далее. И все говорили, а что ж Запад сейчас заметит нас? Заметит? Ну, конечно, заметит, да? Заметил? И вот он заметил. Вот дело Скрипаля. И отравил Скрипаля, да? Ну, не отравил, а сделал провокацию. Сделал то, чтобы создать британскую коалицию. Значит, они сделали. Значит, мы начали. Не, минуточку. Они сделали. Они сделали, конечно, Все, я же не спасибо. спорю. Конечно, это гнусная провокация, Хорошее мелкая. начало. Тем более она унижает нас, это мелкая провокация. Если раньше было все серьезно, помните Карибский кризис? Куба, Турция, серьезно все, да? А сейчас мелкая провокация. А просто Скрипаль. ответить нечем. Нам ответить нечем. Давайте по ответить поводу нечем. ответить. Лавров говорит, взаимность мер, да, вот это принцип очень важный. А в чем взаимность-то? Помните, опять же, я вспомню, по 35 дипломатов не отправляли, взаимности не было. Взаимность на экономические санкции. Что мы предъявили? Контрсанкции? Начали сжечь продукцию, когда люди голодают по всей стране. Это где? А мы сжем продукцию по всей стране. Где у нас Это голодают? вы про какую страну По сейчас всей говорите? стране, по России, люди сейчас 9 тысяч рублей имеют заработную плату. Ладно, у нас в стране не голодают, не У нас в рассказывайте стране глупости, а вы, очень наверное, много имеете в виду голодаются. А мы сыр отвечаем и тем- бульдозеры. А мы отвечаем тем, что мы сжем продукцию. Чем мы еще отвечаем? Мы говорим о том, что экономические санкции... Знаете, что мы делаем в ответ на экономические санкции? Мы наши деньги, резервы размещаем под 1,4%. В США, во Франции, в Англии сейчас размещаем. Далеко, вот не, сейчас. далеко не все. А мы у них берем деньги в этот же момент, в тот же день, под 5,5%. В 3,5 раза дороже. В 3,5 раза дороже мы прокручиваем деньги и просто продаем себя туда. Вот как мы отвечаем принцип взаимности господина Лаврова. По сути, да, холодная война на марше. Поэтому у нас резервы на рекордном уровне сейчас. А вам не жалко, что эти резервы не вот здесь? Это вот, другой не кормят вопрос. людей? Это другой вопрос. Да Но эти они на резервы, рекордном потому уровне. что нефть увеличилась в 3 раза. Какова И причина, только это поэтому другой вопрос. частных Резервы компаний России и на рекордном уровне государственных сейчас. Резервы России, Согласитесь. которыми мы не можем воспользоваться и накормить своих людей. Это другой Создать вопрос. технологичную экономику. То есть я правильно понимаю, что вы лоббист пармезана и контрафактной Сергей Владимирович, продукции? не перебил То ни есть разу. Андрей Аркадьевич. Пармезан, ну чё, кричите Андрей тут открыто, Аркадьевич, рекламируйте я то, что вы хочу вам- защищаете. Да хватит вы про пармезан. Причем здесь голод и пармезан? Вспомните, пожалуйста, про Англию. Причем Так, здесь Андрей трюфели и Аркадьевич. голод? Ну вы же бредите, понимаете? Нет голода Бред у нас это в чисто стране, люди. Никита Олегович, Точно, ну правда. Ну, не Сергей, с несите чем ерунды. точно нужно согласиться, что когда Бедные из бюджета люди есть. компенсируются Но Можно я голодные продолжу, люди. пожалуйста? Санкции, это недопустимо. Пожалуйста, стоял полчаса, ждал, пока здесь наговорятся товарищи. Андрей Аркадьевич, постоянно слушал ваш доклад о влиянии американцев значит, на хорошо, наши выборы. это хорошо. 77%. Это куда они повлияли? Они снизили рейтинг Путина или подняли его? Что вы нам рассказывали про какие-то деньги, Так которые вот потому не что вкладывали? Не мы смогли. провели Не работу. смогли, не шмогла. Хотели, да, но не смогли. шмогла. Не смогли. Андрей Аркадьевич, Не смогли. Проиграли. нести Проиграли. какую-то абсолютную чепуху с русского телевизора. Слушайте, когда мы делаем вы- выборы так, как хотим вы- делать. вы- Когда мы выставляем вот такую либеральную оппозицию, которая не может внятно что-то сказать, Какая только молоко есть наливает. вся наша. Мне кажется, вы всех Продолжаем. изгадили, а сами весь в белом. Продолжаем. Ну, Относительно, Сергей Владимирович, вы говорите о либералах, которые все продают. Да вы, патриоты, все продаете. Вы бегаете за инвестициями и выпрашиваете у них. Так, пойдемте, у Вы нас сдаетесь под реклама. флаги. Именно Никита вы, Олегович, пойдемте. именно Вы, мне кажется, отправляете путаете повестки. деньги туда. Именно вы занимаетесь предательской позицией своей страны. Именно вы ее развалили, и вы завели ее в тот тупик, который сейчас Путину надо будет расхлебывать. Надеюсь, что не с вами. Никита Олегович, После того, вам как- Мало того, броневика что вы- не мало хватает, того, что прям вы правда. Да, вредничаете. агония Вы это еще небольшая, показания. легкая форма. Давайте про пармезан, трюфели и все остальное. Господин Исаев имел в виду наш ответ на санкции. Слава богу, сыр мы производим. Вроде бы даже ничего, все едят, поэтому здесь вы, конечно, лукавите. Да не едят люди, у А них кто? нет, они в корыте Куда? моются. В корыте моются люди. Горячая Никита вода Олегович. по 5000 рублей у них, а зарплата 9. Горячая вода по 5 По тысяч рублей. 5000 рублей. Показать вам Так. этот жирок. В корыте у нас никто не моется, а после рекламы продолжим. Это 60 минут.
Лучше, но остановиться. Как остановиться? Давайте обсуждать. Ну как? Их- Ну, посоветуйте, скажите. Хорошо, встреча Путина и Трампа. Вот, Так. будет- А вот кто будет против? хорошо. А кто против? Все, я вам сказал, что нужно Можно я сделать. Всё, скажу? действуйте. А вы уверены, что встреча Путина с Трампом будет на наших условиях? Тем более на их территории в Белом доме, возможно. Не, ну, Никита, а прости, вы уверены? Никита, прости, извини. Мы Но не уверены, бывает, что она не пройдет что- по их правилам. Пожалуйста. 100%. Вы еще не уверены, что А он вы не состоится уверены, пока? что наши позиции сейчас говорю. таковы, что мы не способны на равных разговаривать? Да не Так то, мы что только на равных и мы не способны разговариваем. сейчас ничего предъявить Их по этому это и поводу. бесит, что а мы вы с ними на уверены в равных том, что у нас разговариваем? есть хоть какие-то союзники сейчас, на которых мы Три можем четверти опереться? человечества. А вы уверены в том, Три что... четверти человечества не Подождите, играет в эту Андрей игру. Аркадьевич, не Ну. перебил вас ни разу. А вы Хорошо. уверены в том, что Вопрос Сергей задаешь, Владимирович, ответ что ваши данные о том, что мы меньше зависим от нефтегазовых экспорта, это неправда уже на 67%. А вы уверены в том, что мы агродержава? Что вы за бред несете? Агродержава, покупающая картошку во Франции, которая ввела против нас санкции. Во Франции вы против них. покупаете? Во Франции покупает Россия Покупаете картошку. Никита в покупает России. только французскую А вы уверены в картошку. том? Специально для него Сейчас, и таких, секунду. как А вы он. уверены Вот в том- эта экзотика есть. Вы уверены в том, что сельхозпроизводители, которые выгоняют зерно, да, что у них 50% пошлина сверх 11 рублей, и они все в нищете. А те, кто химические производства должны удобрения им давать, они просто продают на Запад, а нам фактически за валютные цены. А вы уверены в том, Не-не-не, что мы подождите, развиваем малый и подождите, средний резюмируйте, бизнес, пожалуйста, который вы к нагнут чему? сейчас налогами? Никита Олегович ни в чем Ау. не уверен. Резюмируем, правильно? Вы уверены Ни в в том, чем. что эти переговоры с Трампом пойдут по нашему сценарию? Ильич. Я уверен, что мы, скорее всего, под вашу дудку сдадим там огромное количество позиций, в том числе Донбасс, о котором вы часто Что вы говорите. за бред несете сегодня? У вас А что, вы обострение увидите. весеннее, что ли? Или страстная неделя у вас? Это у вас подействует? вербное воскресенье. Святоши здесь нашлись. Ходят в Слушайте, церковь, да. строят Давайте новые. заканчиваем. Ладно, все, да, давайте как-то пытаться серьезно разговаривать, потому что вот гадать на кофейной гуще нет ни встречи, ни Путина, ни Трампа, никто не собирается пока разговаривать, а вы предлагаете гадать 12 на каких неуверенностей Никиты Исаева. условиях. Прерываемся на рекламу. Но хочу напомнить, что когда встреча была Рейгана и Горбачева, ситуация была, может быть, не такая, но достаточно острая. Незадолго до этого из Америки выслали не 60, а 80 советских дипломатов. 80. Тем не менее, два лидера встретились. Мальта. А потом развалился Советский Минуточку, Союз. минуточку, через 4 года. Никита Олегович, не надо, дайте вот, сказать. вот это вот не надо, пожалуйста, не надо говорить, что вот именно это Именно встреча, это важно. ничего подобного. Ничего подобного. Ничего подобного. Ну это так, в 87-м встретились, в 91-м развалился. Это прошло через много лет после этого. 4. Ну, это не так, это в истории. 4 года. Так вот, так ты хочешь сказать, что Я если хочу будет встреча... сказать- Минуточку, Никита, не надо, ну дайте пожалуйста, сказать. Никита, ради бога. Ты хочешь сказать, что если встретится Путин с Трампом, это будет предтеча распад России? Тогда Это пусть не нонсенс. встречаются. Это В глупо. очередь Америки. Это вот- Вы провели аналогию, Михаил Соломонович. Вы провели ее. Есть Надо такие? останавливаться. Вообще мы просто должны защищать свои национальные интересы, обеспечивать безопасность наших граждан и развитие социально-экономической нашей страны. Там будь что вот будет. это наше главное. Нет, не будь что будет. А остальные пусть пристраиваются к этому делу. Мы не должны А если впасть они в- не хотят, видите? захотят пристроиться, не захотят помучаются. Не надо преуменьшать наши возможности и преувеличивать их, понимаете? Мы самодостаточная держава, давайте пойдем своим путем. Какая мы самодостаточная. Да такая вот такая вот мы самостоятельная. Тысяча Какая лет. мы, если нефть не продаем, мы не можем. Да что ж ничего делать. такое-то, Господи, Никита ну, Олегович, включайте нашу давайте историю, не Никита страдать, Олегович. пожалуйста. Тем более Дайте в прямом опять эфире. Исаеву белую простыню, он завернется и поползет в сторону кладбища. Ой-ой-ой, бугагань. Так, не надо нам. Все. Давайте, никто не ползет в сторону кладбища. Игорь Кожевин, студия «Вестей».